Хлысь, собака, хлысь, собака. Она будет знать свое место. Скажу так по правде, все это хрень полнейшая. Надо же было придумать три способа. Еще комаров полно, три способа. Три способа, как умереть побыстрее с разведением таких костров. Всем привет! С вами снова я. И это выживание в дикой природе. Меня зовут Володя. Ну что, сегодня я вам покажу, как можно развести огонь. Расскажу про несколько способов его разведения. Рассмотрим самые эффективные. В принципе, если у вас нету чем развести спички, кремень или зажигалка самая простая, то вам в лесу делать нечего. Ну, для начала нам надо подготовить место. Опять же, палка, которой я убил волка в прошлом видео. Ею, в принципе, ловким движением рук и коленки мы ее ломаем. Волки рядом. Ну, ничего, пусть подойдут, я им покажу. Ловким движением коленки и моих двух рук. Вот мы вот так вот взяли палку вот таким вот образом. И надавливая на коленку, мы перегибаем палку, она хрустит. Это все хвоя, дерево хрень полнейшая. Оно не горит нифига. Ну, сделали мы из палки убийцы палку-копалку. Подготавливаем, значит, место. Можно расчерчивать, можно не расчерчивать. Руками желательно не ковыряться здесь, потому что мусора дофига, иголок дофига. Копаем яму маленькую, метра полтора глубиной. В случае нападения волка, если вы соберетесь отдаться ему, то копайте под себя уже землю заранее. Если вы, конечно, не знаете, как обращаться с ним, я вас, конечно, этому всему научу. Вот такую, ребята, мы делаем, сука, яму. Вот. Ловким движением и неловким умением из палки-копалки делаем две палки-тычалки и просто делаем, блять, вот так. Взрыхляем землю и руками выгребаем ее. Так. Опять где-то волки. Сука. Ладно. Я подготовил вот такие вот палочки. Самые маленькие мы скидаем под низ, конечно же. Можно взять немножко древесной коры, но она вам не поможет. Я вам скажу так. Так. Ага. Ломаем еще веточки. Конечно, первый способ — это способ разжигания костра. Способ называется, не знаю, как называть его, как хотите, я называю его способ шалаша или фигвама. Вот так вот делаем шалашик небольшой. Ага. Наламываем еще, конечно, всякого этого дерьма, непонятно какого. Наламываем, ложим, ставим. Ага. Ну и благо я подготовился к этому выживанию. Конечно, я не курю, но всегда у меня в кармашке есть зажигалка. Вот так вот. Можно, конечно, чуть-чуть подкинуть вот этой вот хрени непонятной какой. Так. Ну и поджигаем. Если у нас это получится, то мы спасены. Ночь у нас будет без комаров, но я этого не обещаю. И с дымком, так сказать, с теплом. Ну что, поехали. Ни хрена оно не жжется, ребята. Еще раз попробую. Газ зажигалки закончился. Зажигалку взял, но я подготовился на 50%. Я ее не заправил.
О, что-то загорается, ребят. Ну что это? О, в принципе, сойдет. Подкидываем, подкидываем. Ага, начинает оно все гореть, дымиться. Все это, конечно, красиво. Но не будем ждать долго. Притрусим это все землей. Второй способ. Второй способ немножко проще, но поджечь намного труднее. Мы берем опять же все веточки и просто делаем вот так. На! На! Наламываем еще, конечно. Можно даже сделать вот так вот. Вот так вот. Опять же, супер зажигалка. И руки. Аккуратно, руки можно пообжигать. Так. Разводим костер. Мать его за ногу. Ничего не получается. Все это, ребята, хрень, конечно. Что я могу сказать? Костер этот ни к черту у нас. Хвоя нифига не горит. Ни веточки, ни листочки. Так, третий способ разжигания костра. Это, конечно, экзотика, эротика. Я таким, конечно, пользовался, когда выживал в тайге в Сибири. 40 дней, 40 ночей я спал в берлоге с одним медведем. С ним я подружился, конечно. В итоге я его съел. Берем одну палочку. Я не знаю, чем вы это делать будете, конечно, но умные выживальщики делают здесь дырочку ножом, который у них случайно попался, конечно, в рюкзаке. Вот так вот ставят. Можно даже, конечно, зажать ногами. Зажать ногами. Опять кто-то ходит. Берем палочку поменьше. И начинаем заниматься вот такой вот ерундой. Туру-ту-туру-ту. Туру-ту-ту-туру-ту. Желательно палочку ровную брать. Но, скажу я вам честно, способ меня не особо вдохновляет. И рассчитывать тут не на что, в принципе. Ага. Все это фигня, конечно. Вот такая. Такая. Фу, ребята, уже, наверное, минут 40 час долблю эту палочку. Конечно, способ согреться это вот такой. Не надо ни кострелом, ни хрена. Долбил, руки, блин. Фу, руки постирал. Короче, способ этот говно, по правде говоря. Ох, спина. Лучше посижу. Вот такие вот 3 способа разведения костра в дикой природе. В принципе. Ай, хрен с ним. Ну что, ребята, на этом, в принципе, можно заканчивать. Я не знаю уже, что мне делать. Спина болит. Я весь мокрый. На улице темень. Выживать надо. Тут еще есть, конечно, волчьи ягоды. Еды я не нашел. Но так как я выживальщик с большим опытом, я их съем, конечно. Ну, вам не советую. Можно досрочно завершить выживание, так сказать, и пойти на корм дикой животине. Косточки какие-то есть. Нормально. Тут еще есть, конечно, пару. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. И ждите следующего видео. А я буду... Что ли, плохо?
я буду собираться домой. Уф. Нахуй я ел эти волчьи ягоды. Фу, что-то совсем нехорошо. Еще я их ел. Зачем я их ел? Зачем я их ел? О!